Приветствую всех у себя на канале. Ну что, друзья, сегодня у нас с вами очередное видео, очередной контент. И, собственно говоря, давайте будем начинать, не отходя сразу от темы. Считается, что этот кристалл поднимает не только настроение, но, кстати, и либидо, восстанавливая нашу страсть к жизни. Не зря его называют камнем солнца, именно благодаря его ярко-красно-оранжевой окраске, которая ассоциируется с солнечными лучами и жизненной энергией. Этот камень сам вызвался, кстати, на главную роль в сегодняшнем видео, пока готовила предыдущее. Там я уже давала маленький спойлер. И, собственно, вот как раз, знаете, таким образом и приходят идеи для создания нового контента. Кстати, там тема была на самом деле такая интересная, и создание данного контента было тоже интересно как для меня, так и я, собственно говоря, поняла, что полезно и для многих других, учитывая ваши комментарии, также личные сообщения с вашими историями и благодарностями. В общем, я очень рада, ребят, что смогла каким-то образом донести эту важную тему, но хотя бы все-таки кого-то задуматься о ней. Так вот, о каком кристалле пойдет сегодня речь у нас? Знаете, я задала этот вопрос у себя в телеграм-канале, и на самом деле мало кто выбрал этот камень. И здесь я понимаю, что, скорее всего, рассказ об этом кристалле и моя любимая распаковка, мой метод, как я это люблю делать, собственно говоря, люблю это делать и делюсь тем, что люблю. Я так понимаю, что он резонирует с многими из вас. И на самом деле, я думаю, что как и этот камень, сообщение такое, которое вы будете получать каждый для себя, информацию касаемо этого кристалла, оно будет на самом деле важным, учитывая то, что многие не выбирали этот кристалл, даже не обращали на него внимания. Мы разберемся сегодня не только с классическими значениями этого камня, но и с глубоко зашифрованной в нем исторической, магической информацией, как связывающее звено и следствие нашего с ним взаимодействия. Мы разберем, почему и кого может привлекать этот камень, кем использовался магически, в чем может помочь на самом деле, с какими культами и религией связан. Почему вообще такой вроде бы невзрачный камень имеет такую колоссальную силу, особенно магическую, но вы узнаете, досмотрев до конца это видео, потому что я, как всегда, буду собирать маленькие пазлики в единую картину, используя арканы, цифры, разные традиции, символизм. А куда в эту картину повесить и что с ней делать, это уже, конечно же, решать вам. Солнце является неотъемлемым источником во многих культурах и культах. И не зря я, кстати, упоминала в начале о его связи с этим камнем. Так вот, сердолик ассоциировался непосредственно с ним, а точнее с закатом солнца, благодаря своим ярким, теплым оттенкам, которые напоминают цвет неба в этот момент. Я думаю, что каждый из вас хотя бы раз восхищался этим процессом. Древний Египет. Думаю, многие из вас слышали о боге солнца Ра. Так вот, в египетской мифологии он имеет три основные ипостаси. На восходе он представлен как Хепри, жук-скоробей, в полдень как Ра с головой сокола, а на закате как Атум. Помимо того, что этот камень был очень известен в те времена, как и само его применение, древние египтяне его отождествляли, точнее сказать, называли застывшим в камне закатом солнца, подчеркивая его связь с жизненной энергией и трансформацией. Его огненная энергия вдохновляла на мужество и обновление, что делало сердолик важным элементом в духовных практиках. И немаловажный факт, что камень символизировал не только плодородие, но и защиту, что также отражало его использование в ритуалах, связанных с конкретной богиней-матерью Исидой. Одна из главных богинь египетского пантеона, связана непосредственно с культом матери, хрониками Акаши, тайными знаниями, стихией воды. Она проводит канал жречества, инь-магию, магию исцеления, а также владеет ключами времени. По моим изучениям в процессе погружения в канал Исиды через одно из моих воплощений мне был, кстати, показан сам процесс обучения не только будущих жриц того времени, но также и жрецов
И готовились они там с целью и конкретной задачей на следующее воплощение, что четко дает понимание того, что опять-таки души, которые интересуются какими-то мистериями, либо же их притягивает куда-то и во что-то, все имеет смысл, и это не просто так. Так вот, там же я и увидела этот камень, и его название мне данное на понимаемом почему-то мне протоязыке. На сегодняшний же день богиня Исида является прообразом Великой Матери для многих жриц, связанных с ее культом и просыпающихся душ с точки зрения эзотерики. Сильную связь с ней могут иметь, кстати, те души, которые вот как раз и могли являться ее проводниками через специальные ритуалы, разные посвящения, поклонения тех времен. И примечательно, что как раз не все жрицы Исиды проводят или, скажем так, подключены к ней на одной частоте, что говорит о иерархической лестнице и кастовой также принадлежности как того времени в магической традиции, так и сегодняшнего. О Египте я тоже, кстати, ребят, рассказывала в одном из видео, почему есть такой у многих отклик с Египтом. Посмотрите, пожалуйста, да, если не смотрели, вам может быть действительно очень полезно. Ну и поскольку сердолик в Древнем Египте считался священным камнем, вот как раз опять-таки, да, посвященным богине Исиде, он же ассоциируется еще с несколькими чакрами, и в первую очередь он связан с самой сакральной чакрой, это Свадхистана чакра, расположена, да, ниже пупка. А теперь давайте будем делать распаковку. Надеюсь, что вы к ней готовы, потому что это будет очень интересно, и на самом деле это было очень даже интересно для самой меня. Итак, вторая чакра у нас с вами имеет оранжевый цвет. По сути, да, казалось бы, как закат солнца. И вторая чакра у нас, да, отвечает за нашу сексуальность. Это инь-канал тоже. Отношения с точки зрения наших сексуальных партнеров. Это также и гормональная система. Это связь с детьми, с нашим финансовым каналом. И по сути, это творческая сексуальная энергия, кстати, о которой и ее, ну, скажем так, механизме я вот как раз и рассказывала в последнем видео, в котором тоже очень трепетно так переживала, как вы к нему отнесетесь. Поэтому, как видите, здесь, ну, по сути, это все взаимосвязано. И казалось бы, да, что за распаковка, если мы сейчас еще не припишем немножечко сюда нумерологию. Поэтому, если подключить сюда нумерологию, да, то Свадхистана, смотрите, это все-таки у нас вторая чакра. И в нумерологии двоечка символизирует партнерство, некое взаимодействие и гармонию. Она олицетворяет женское начало, мягкость и чувствительность, а также стремление к сотрудничеству и дипломатии. Еще один аспект, который можно сюда, скажем так, приструнить, это вот в зодиакальном круге, о котором я тоже уже когда-то рассказывала. Прикреплю ссылочку внизу, чтобы вам, да, если не смотрели, посмотрели. Вот в зодиакальном круге с точки зрения магического представления и модели, например, да, магии, двойка соотносится к старшему аркану, да, Таро, представляющим как раз Исиду. Это у нас стихия вода, и там же у нас с вами и профиль человека-миротворца. А теперь давайте копнем глубже. То есть, если развернуть сейчас и перевернуть двойку, она очень похожа на 7-й старший аркан. А это у нас с вами колесница. Только вот чтобы ей управлять, этой колесницей, не хватает одного пазла, некой одной части. Можно это воспринять как одной лошади, можно воспринять как мужской составляющей в контексте инь и янь. Но мы сейчас найдем этот пазлик. Давайте посмотрим, какой цифры не хватает двойке, чтобы получить 7. Да, это у нас с вами 5. И как ни странно, не знаю, наверное, видимо, совпадение, мы же любим здесь совпадение, это старший аркан Иерофант. И Иерофант, по сути своей, он проводит как раз вот эту духовную власть, знания, учительство, мудрость, жречество. Это, кстати, люди-учителя для других и в жизни других. В том же зодиакальном круге, о котором я говорила ранее, 5 отождествляется с людьми-реформаторами. Это некие проводники, скажем так, таких нестандартных методов, инноваций
в нашем мире, но и на бытовом уровне. И еще, да, копнем. Готовы копнуть еще глубже? Теперь смотрите, если вы двойку перевернете, да, зеркально, то мы увидим, что она как раз у нас с вами и отображает пятерку. В школе могли, да, преподавать учителя и говорить, да, что пятерка, она всегда совпадает с двойкой, либо же двойка совпадает с пятеркой. И об этом, кстати, очень многие даже в школе как-то не очень понимали, как это происходит, потому что ассоциировали прописную двойку и пятерку. Так вот, продолжаем дальше. Теперь, если мы двойку как жрица, Исида, это подсознание, это интуиция, мы прибавим к пятерке, а это у нас иерофант, это жрец, это сознание, то мы вот как раз и получим семерку. Семерка – это колесница, которой управляет человек один, способный регулировать двумя лошадьми. Ну, то есть по принципу мужское и женское, белое и черное, знание тьмы и света, баланс – это весы. И в контексте двойки с позиции свадхистаны чакры, имеющей опять-таки, да, определенную зону влияния на человека, а это умение, значит, управлять своей сексуальной творческой энергией, построение осознанных отношений, умение управлять своим либидо, умение использовать ресурс, креативную творческую энергию для того, чтобы зарабатывать, потому что все-таки там у нас и с вами финансовый канал проходит. Поэтому отсюда следует, что именно в Древнем Египте это умели делать и использовали в рамках эволюции души, как и факт, что сердолик способствует творчеству, эмоциям и работе с созидательной энергией. Теперь, возвращаясь к Египту, того времени состоятельные египтяне носили, кстати, фибулы из сердолика в форме трехлистника, символизируя свою преданность именно богине Исиде. Его еще называют трехлистник Исиды, также его называют, и он известен как узел Исиды, символизирует благополучие и защиту. Примечательно, что этот символ можно наблюдать еще в разных интерпретациях, традициях, даже там мода и ювелирка тоже недалеко ушли, только чего стоит бренд Ван Клифф и их четырехлистный клевер как логотип. Исиде точно понравилось бы. Вот казалось бы, да, несущие одно и то же значение. Почти, не совсем все тоже. В Древнем Риме сердолик ценился как материал для создания гем, объемных изображений богов, героев и правителей. Этот камень также использовался для изготовления печати и знаков отличия, поскольку его поверхность как раз не позволяла к горячему воску прилипать, что делало его идеальным для важных документов. Сердолик известный как камень поэтов и императоров и использовался многими римскими правителями. Например, у нас был Сципио первым, кто заметил его универсальное и уникальное свойство, использовав эту сердоликовую печать для писем. Нероне также носил сердоликовый монокль. Император Наполеоне использовал печать из сердолика как талисман. Казалось бы, вроде Египет с Древним Римом, Европой наших дней вообще не договаривались. А как резонирует информация, подтверждая, опять-таки, ребят, сам факт того, что человечество всегда имело какой-то контакт с магией, которая использовалась, в принципе, осознанно, веря в данном случае в силу и свойства камней. И вот только есть небольшое различие, и оно может быть в силе его воздействия, потому что в высших кругах, да, предметы служили уже как артефакты, что значительно, конечно, разнится с просто заряженным камнем, например, 4 стихиями. В средние века сердолик действительно ценился выше алмаза. Он занимал высокие позиции в ряду драгоценных камней, часто стоя наравне с жемчугом и изумрудом. В IV веке нашей эры сердолик был одним из самых дорогих камней, что подтверждает его популярность и значимость в культе того времени. Даже вспомним, Пушкин выбрал сердолик для своего перстня, ограненный именно в желтое золото, явное проявление символизма солнца и его заката в сердолике.
А ведь если задуматься, заход солнца всегда же, ребята, ассоциировался еще с темой любви, романтики, чувствами, со свиданием двух людей, смотрящих на закат. Причем, вы знаете, в те времена, когда мужчина приглашал женщину на свидание и вел смотреть закат, это неслось такой символизм открытости, доверия, но и в то же самое время непроявленных, имеющихся чувств в отношении девушки. Вот и скрытое значение графини Елизаветы Воронцовой Пушкину, в которую он был влюблен. Подаренный же ею сердолик символизировал радость, защиту, что особенно важно было поэту в трудные времена. Кольцо, украшенное инталией с древнееврейской надписью, стало его талисманом и оберегом, о чем свидетельствуют строки из его стихотворения «Храни меня, мой талисман». Как видите, крути, не крути, а сердолик проводит и настраивает на энергии творчества, любви, но по частоте сватхистаны. И проявляться он может в разных ситуациях, через разных людей, но насколько тонко проявлен этот контекст, если мы будем сейчас прослеживать все эти маленькие пазлики. Во время моего знакомства с сердоликом, знаете, очень давно я приобрела сердолик, при этом вообще не понимала и ничего не знала о нем, и, может быть, не обратила бы на него внимания, если бы не сон, в котором фигурировал этот камень, и тем, кто и что мне говорил, передавая его. Это не те послания, которые мы в моменте понимаем, но распаковка идет уже как вследствие. Тогда же я и узнала о связи этого минерала, угадайте с кем, с архангелом Михаилом, и тем, как с ним могут взаимодействовать разные категории людей на разных частотах. Тогда мне и вспомнился, кстати, канал Исиды и сердолик, который они там использовали. С религиозной точки зрения сердолик может привлекать людей по частоте канала 21-го старшего аркана нижнего треугольника. Мы тоже как-то говорили в предыдущих видео. Люди, связанные с христианским или католическим эгрегором, тоже, скажем так, находятся в том канале, имеющие религиозное представление об архангеле Михаиле и практикующие как раз позиции веры, как и использование кристалла в виде кулончиков, четок, браслетиков и эмблем, опираясь сугубо на веру. И это можно назвать некой такой степенью связи монолога. Других сердолик может привлекать по принципу изучения осознанного взаимодействия с его характеристиками. Это защитные обереги, амулеты уже несут более такие определенные программы с учетом значения применения, как и самим каноном Архангела Михаила и его качествами. В данном случае уже мы здесь можем наблюдать от монолога переход к диалогу. Есть еще высший уровень, частота взаимодействия, там уже создаются артефакты и связь с другим, скажем так, уровнем сознания. Архангела Михаила называют архистратигом, что переводится с греческого языка как главнокомандующий. Он же является главным среди ангелов, изображают его в виде воина, попирающего ногами дьявола. Архангел считается боевым магом и защитником, обладающим мощной силой в борьбе со злом. Он изображается как воин в доспехах с мечом, щитом и часто, кстати, с весами, как символ именно той самой справедливости и его роли в страшном суде. Тут можно сказать, что уже очень хорошо прописывается 20-й старший аркан. Крылатый конь в некоторых восточных иконах, Михаил, кстати, может изображаться верхом на коне, что подчеркивает его боевой статус и причастие, опять же вспомним, частично к семерке, старший аркан колесница. Как и сердолик, архангел Михаил ассоциируется с огнем и солнцем. И если мы будем смотреть на влияние и связь архангела Михаила, то оно варьируется опять же таки по принципу частот, которые я уже описывала. То есть он может быть от простого хранителя и главного важного хранителя, как христианской церкви и еврейского народа, до хранителя самого Ватикана. Он также является покровителем и защитником многих территорий во многих странах и городах.
Одним из самых известных, старейших и важных мест в Италии, кстати, является святилище Архангела Михаила, расположенное на горе Монте-Сант'Анджело в западной части полуострова Горгано. Это место паломничества, известно еще с V века, и, кстати, являющимся пятым пунктом из 7 существующего паломнического маршрута Архангела Михаила. Святилище представляет собой естественную пещеру, связанную с 4 явлениями Архангела. Место очень значимое и несет колоссальную энергетику и символизм, свидетельствуя о том, что храмы строятся не просто так и не на пустых местах. Надземная часть, через которую вход в пещеру, была построена в XIII веке. Там же находится массивная 8-угольная колокольня, также относящаяся к XIII веку. Лестница из 86 ступеней, разбитая на 5 маршей, спускается в пещеру, которая как раз служит часовней. В средние века это место было даже удостоено внимания некоторых значимых венценосных таких особ, от императора Людовика II, неаполитанскими королями, короли обеих Сицилий, короли Италии Витторио Эммануэле III и Умберто II. Также святилище посетили даже Джованни Паоло II и всем вам уже известный, кстати, Целестин V. Толстой тоже мимо проходил. В общем, место реально очень сильное. Некий такой катализатор, я бы даже сказала, 13-го аркана, как в нижнем диапазоне, так и в верхнем. Реальная такая трансформация и, я бы даже сказала, измененный уровень сознания и восприятия тех, кто это место посещает, и после него может действительно меняться определенным образом события в жизни, мировоззрение, с точки зрения духовности. Ну и, собственно, мы сейчас подходим с вами к кульминационной части, наверное, самой важной и интересной. И все-таки, как использовать сердолик с учетом всей той информации, которую мы сегодня с вами собрали в единую картину. Важно понимать, что использование сердолика, как в принципе любого камня и любых каких-то вещей, нужно учитывать, с какой целью вы хотите использовать и какого результата вы хотите добиться. Если вы используете просто базовые, скажем так, энергии данного камня, понятно, он будет работать. Но если сила его немножко будет отличаться от силы камня, который создавался, например, в изделии как артефакт, либо в котором простроена определенная программа, это может быть программа защиты, это может быть программа гармонизации отношений, и, естественно, уровень будет намного выше и сильнее. Защиту можно поставить, например, в данном случае через Архангела Михаила, либо же опять через Исиду. Естественно, здесь тоже нужно понимать, что сила защиты будет зависеть от того уровня частоты, на которую вы подключаетесь к божеству, либо же опять-таки к тому же Архангелу Михаилу. Это будет просто молитва, это будет использование каких-то инструментов, либо же это будет создание какого-то, повторюсь, конкретного артефакта и прописанная определенная программа. Либо, например, если вы делаете сами или обращаетесь, например, к какому-то человеку, то все зависит еще и от силы вашей, от силы, например, практика, к которому вы обращаетесь. Также вы можете использовать сердолик в медитациях, если вы, конечно, знаете, как это делается, если вы практикуете, думаю, у вас не возникнет никакого труда. Если же вы новичок, то, скорее всего, я бы вам посоветовала взять сердолик в ручки, нагреть его вашим теплом, настроиться на него, посмотреть, попробовать проникнуть внутрь этого камня, поговорить, например, с духом, потому что в каждом камне есть определенного рода дух. Не во всех, но тем не менее присутствует. И попробуйте просто почувствовать, что за информация идет, какие картинки у вас всплывают и, собственно, какая просто сама энергетика у камня, и тем самым она уже будет настраиваться на вас, и произойдет определенного рода все равно энергетическая работа. Касаемо чистки, то как раз сердолик относится к тем камням, которые нужно, скажем так, очень часто чистить. Это чистка в воде, это может быть чистка в соленой воде. Опять-таки принцип понятный, потому что
сердолик, он забирает на себя негатив, и, соответственно, его нужно чистить. То есть это не ретранслятор, скажем так, камень, а именно он берет на себя негатив. Ну и напоследок я поделюсь, и точнее дам вам такой совет, из практики. Как может сердолик еще себя вести, если вы поставите, например, его в вашем пространстве, либо же опять-таки, оденете в виде талисмана, амулета, да, который может нести и генерировать некую частоту, которая как раз затрагивает болезненные пункты, например, по свадхистане, как раз чакры у людей, с непроработанными, может быть, какими-то зависимостями. Мы уже говорили, что здесь может быть в этом аспекте, в прошлом видео, опять, это внутренние какие-то, гормональные, сексуальные блоки, там могут быть процессы касаемо отношений, зависимостей, это могут быть проблемы с творческой, энергией, какие-то блоки, и они идут, например, от самого, к примеру, человека, либо же извне. И, естественно, сама энергетика, вибрация этого камня, она очень часто может идентифицировать энергетически по частоте, повторюсь, свадхистаны таких людей и, скажем так, не то чтобы заставлять, а провоцировать на либо чистку, либо обратить внимание на какие-то эти аспекты. Это могут складываться ситуации в отношениях, в семье, с детками, которые, опять-таки, с одной стороны могут давать вектор того, где нужно поработать, где нужно обратиться к кому-то. Здесь реально могут быть разные истории, потому что, я встречалась с такими, и иногда реально люди не понимают, почему так происходит, а это все во благо. Это как работа с защитами, когда ставятся защиты, и она может сработать таким планом, что например, ваш ребенок болеет, и вы например, делаете чистку и защиту, поставили защиту, и ребенок опять, казалось бы, заболел, не пошел в школу, и не пойдя в школу, в тот момент, в школе могут какие-то быть, не очень хорошие события происходить, как у нас иногда это бывает, случается. А ваш ребенок остался дома. Вот так могла сработать защита. То же самое и происходит, например, в контексте, например, сердолика. Он может давить на те рычаги энергетические человека, там, где есть какая-то непроработка, там, где есть загрязнение, там, где нужно поработать с печатями. Поэтому что я хочу вам в заключение, ребят, сказать, что на самом деле очень интересно у меня здесь пошла распаковка. Я бы еще продолжала ее делать, но понятное дело, что не хочется перегружать вас информацией. Вы можете пересматривать видео, которые я ранее делала, там вы тоже найдете очень много информации и видите, что, по крайней мере, я заметила, что просто делая какой-то контент, я условно возвращаюсь к видео, в которых уже фигурировали, какие-то лица, фигурировали какие-то пазлики. И оно все так взаимосвязано, и если вы наблюдаете за этими видео, следите, за моими контентами, то вы понимаете, что это как какую-то историю, которую мы раскрываем. Я надеюсь, что вам тоже было интересно, как и мне, а мне действительно это интересно, потому что я здесь делаю то, что мне нравится, то, чего, знаете, говорят, то, чего прет. И тем, чем меня прет, я делюсь и здесь. Надеюсь, что вам действительно это было полезно, интересно, и на этот камень вы, может быть, начнете обращать внимание. Ну что, ребят, я вас всех благодарю еще раз за внимание, благодарю за ваши комментарии. Пожалуйста, напишите, не забудьте поделиться вашим видением, используете вы сердолик, знали о таком камне, может быть, как вы его используете. И, естественно, ваши лайки, подписки, передавайте этот канал другим, пожалуйста, это мне тоже очень будет помогать в продвижении. И, может быть, действительно, один день у нас будет здесь такое огромное количество, и мы сможем таким образом делиться с друг другом очень полезной информацией, которая на сегодняшний день
очень и очень нам всем необходимо. Всех благодарю еще раз за внимание, ребят. Ну и до следующего видео. Пока-пока.